мальчики. Девочки, мальчики, привет, доброе утро. Быстренько допиваю кофеек, поклевала творожок и бегу. Бегу, потому что у Жорки сегодня первый день после операции. Не знаю, кто как называет. Кто-то называет манипуляция, кто-то называет стерилизацию, кастрацию операцией. Но я считаю, что раз был общий наркоз, значит это операция, правильно? И, в общем, сегодня у нас один укол. Ой, и обработка швов. Короче, наконец-то мы решились. Но, конечно, вчера был, девочки, очень тяжелый эмоциональный день. Очень тяжелый, потому что все это вот вам подготовка. То, что мы там сделали УЗИ, еще за месяц сердца. Накануне сделали анализы. Вот это я вам рассказывала, что я очень переживаю за анализы. То взять анализы это была ерунда по сравнению с тем, что ждала впереди, так сказать. Короче говоря, все, слава богу, прошло нормально, но сегодня доктор посмотрит швы. Он в этом воротнике. Вчера купили, подбирали ему воротник. Сейчас я вам покажу. Он сейчас пошел на улицу с Сережей, но воротник они не одели, потому что он за ним следит. Я говорю, смотри меня, чтобы он ничего не лизнул. Ну, вы все знаете, какой воротник. Одевается собаки, чтобы она не разлизывала швы. Короче говоря, вчера был трэш. Мы приехали на 10 часов, как нам назначено было. Была консультация доктора, ветеринара. Он его посмотрел, и я думала, он скажет там какой-то другой день, операционный. Он говорит, сейчас я ему дам таблеточку, идите 40 минут погуляйте. Я такая... Короче говоря, у меня надо аквариум включить, аэрацию. Короче говоря, дал таблеточку какую-то успокоительную. Естественно, я не спрашивала там название препарата. И мы были натощак, все как положено, предполагали, что возможно что-то случится. И это вот. И он так стал успокаиваться, то он так распереживался. Привезли его, он же уже знает, что он там не сильно любит в этой клинике находиться, как и все собаки. И коты тоже. Был на психозе. Ну, ему 40 минут помотыляли, пришли, нас забрали. Ну, как забрали? Его забрали вместе с нами. В общем, мы помогали перед анестезией. Там, держали, катетер при нас ставили. То есть мы держали, катетер ставила медсестра. Потом 2 укола ему сделали. И он уже, когда у меня так обмяк на руках, то я его положила, и мы ушли. И где-то через, сейчас скажу, 12, через 2 часа нам позвонили, говорит, Жорик проснулся, тут клинику разносит, приезжайте, забирайте. И мы приехали, он в этой, там такая большая клетка для больших собак. Он стоит бедный на задних лапах в этой клетке и скулит. Мне так жалко его стало, бедненький. Забрали, ой, он меня все облизал, боже мой. Он же под наркозом. Потом уже дома, еще сделали 1 укол. И поехали домой. И дома он расслабился. Там он такой боевой был в клинике. А дома девочки расслабился. И все ему стало млостно. Это вот. Ну, жалко животных вообще. Ну, надо сделать. Начиталась куча авторитетных мнений по этому вопросу. Да и вообще поведение его уже, как врач говорит, он уже начал созревать. Он начал уже беспокойным стал. Таким вообще ужас какой беспокойный. Прям вот есть собачки, которые вот встречаю знакомых, у кого-то 15 лет собаки, там 10, 9. Они, говорит, вообще абсолютно как-то, ну, вообще нету такой реакции. У нашего, говорит, это зависит от темперамента. У нашего такой, все. Он весь день потом сам не свой. И казус у нас один случился с ним.
на этой почве. В общем, короче, дело сделано. Молочные зубы тоже удалены, потому что общий наркоз, у него 4 клыка молочных, они не выпали. Что бы я ему, какие погрызушки не покупала, уже сама пыталась их там подшатывать. Вчера ветеринар так раз, а они стоят, девочки, мертво. Прям их не качнешь, эти зубы молочные, казалось бы. То есть вот прям 2 зуба рядом, и не качнешь. Он говорит, и прикус сейчас начнем. В общем, убрали. Теперь у него голливудская улыбка. Вчера вечером мы начали собираться по делам, нам надо было в эпицентр. Он с нами засобирался. Я говорю, слушай, у тебя послеоперационный период, ты куда? Ну, в общем, мы его вынесли тут около парадной недалеко, он там чуть-чуть походил, занесли, но он, конечно, потом сын звонит, говорит, мама, он вытворяет, он говорит, ноет, воет, вас ждет. Короче, сейчас тоже пошел на утреннюю прогулку, не такую, неактивную. И постоянно вот это зудят же швы, он постоянно желает их лизать. Недавно, кстати, кто-то из собачников сказал, что их ветеринар говорит, ну лижет, ну и пусть лижет. А я себе думаю, ну так же ж нельзя, они ж не заживут до путя. Видите, у всех разное мнение. Просто как-то я встретила женщину, она тащила на себе огромную сумку. Жорка побежал, эта сумка оказалась со спаниелем. Она поставила ее на пол, Жорка ломанулся, почувствовал собаку. И она начала объяснять, говорит, мы идем в ветеринарку, потому что разлезал швы. Был послеоперационный период, и она вот этот воротник, видно, сняла. Я вчера только сняла, чтобы дать ему водички. А он тут же уселся, давай языком уже туда лезть, уже вылизывать. Я говорю, не-не-не, друг мой. Ночью мы спали, первую половину ночи, можно сказать, я с ним не спала. Потому что он не мог устроиться, оно все ему болит. Ну, оно, может, не болит, он 48 часов, там какой-то обезболивающий, сегодня еще антибиотик уколем или обезболивающий сегодня, наверное, антибиотик. А завтра у нас последние 2 укола, надеюсь, что последние, что у нас все в порядке. И завтра, и сегодня нам показывают, как обрабатываются швы, и потом мы уже все, дай бог, чтобы у нас все было хорошо, мы уходим уже на самостоятельное заживление, так я это называю. В общем, девочки, с Жориком вместе были 2 таких холеных кота на подобной процедуре, но им уже сделали, они там лежали в этих таких отсеках, кислород им подавали. Боже мой. Вот видите, насколько, говорю, и людям, и животным нужна медицинская помощь, надо вот это все. Ой. В общем, говорю, Жорка, ты сегодня в компании 2 великолепных британских котов, шикарных. Так что, девочки, вот такие вот дела. Дай бог, чтобы все были живы и здоровы, и чтобы меньше было поводов обращаться и в ветеринарные клиники, и в обычные наши больницы. Так что все, бегу, бегу. В общем, ночью, говорю, поспали так себе. Я ему потом, девочки, он с этой вот байдой, вот с этим воротником, не вмещался в свою лежанку. Ну, как бы он ложится, и оно мешает ему. Ну, так я, получается, его постелила просто ему плед возле лежанки. И он уже растянулся, догадалась я, что он на полу не будет спать. Просто бросила плед, он растянулся, и вот это он заснул и спал до утра. Так что вот так вот. Так что, девочки, Жорка у нас на больничном. Жорочка, ты уже молодец, тебе уже лучше, да? Ты уже покушал. Пойдем вечером пройдемся. Запретное слово говорить не буду. Сегодня, кстати, на процедуре на первой по обработке шва и на укольчике сначала вел себя хорошо, а потом как начал рычать на тетю со шприцом, как начал рычать, да? Но она же лезла шовчики там обрабатывать. Ну, совсем не понравилось это. Скажи, больно было, да, немножко. На одеялке тут лежит. Солнышко ушло, так на солнышке было бы лучше. Ну, это он сейчас прилег тогда, но вообще он поактивнее сегодня. Да? И вечером вчера уже захотел на променад на 15 минут. И днем сегодня, а, кстати, днем они сегодня гуляли около часа, даже час, перед тем, как поехать в клинику. Ну, такой ведь красавчик. Вот эта ерунда мешает, да, Жора? Но если ее снять,
то ты там все повылизываешь. А этого делать доктор не рекомендует. Ты весь доелся. Так кушал, так было вкусно. Спросили сегодня, аппетит появился? Говорю, ну, в принципе, да, уже покушал. И сегодня после прогулки так в машине водичку пил. Молодец. И, кстати, по анализам у него как немножко повышена глюкозка. И доктор спросил, ветеринар вчера, говорит, что мало он пьет. Я тоже заметила, что он как-то вроде Ну да, маловато пьет. маловато пьет, да. Ну, я предлагаю, но он что-то так не сильно. Он только когда набегается или когда корма сухого наестся, как-то не желает. Надо пить больше водички. Да? Умничка. Завтра еще у нас вторая обработка и 2 укольчика. Ну, кстати, он укол сегодня вообще не понял, что это было. Он больше расстроился от того, что лезли шов там сначала хлоргексидином. Она нанесла хлоргексидин на ватку, не на ватку, на бинтик стерильный. Хлоргексидином промокнула вот эти шовчики, а потом она взяла синьку и синькой ему там все прошлась. В общем, завтра еще раз. Что заснул? И потом уже сами будем обрабатывать. Девочки немножко пошли погуляли, я его вынесла. Он сходил в туалет, дела свои сделал. Утром был намного активнее. Сейчас прям вообще. Ты, главное, меня с дома не выпускает. Он испугался. Мы же его оставили. И он сам спит, а сам бдит. Сейчас покажу. Сижу около него, чтобы он поспал. Он прямо на ходу засыпает. И даже идти не мог. Слабость у него. У нас, получается, сегодня было обезболивающее. Думаю, что за один укол нам надо было сегодня поставить? Сегодня поставили обезбол. 3 дня обезболивающее. Какой-то, сейчас я вам скажу, короче, ветеринарный препарат. Метакам. Метакам 3 дня. У меня очки что-то, я думаю, что я так плохо вижу, надо их протереть. И амоксициллин. 2 раза, раз в 48 часов. Короче. И вот завтра у нас 3-й последний раз обезбол. Блин, я спрошу завтра, что дать ему, если вдруг на 4-й день ему будет еще больно. Ну, спрошу, пускай напишут нам, что можно дать такое, может, суспензию какую-то. Сейчас я вам его покажу. Он тут у меня спит рядом со мной. Видите? Так не любит этот колпачок, но надо, то начинает его грызть. Когда я начала собираться, он сразу же заактивничал, за мной пошел. Но я больше время, как толком прогулки не было, там минут 10. Я его на руках несла, потому что он садится и все, не может идти. Слабость, но я думаю, не так слабость, как у него шовчик, наверное, болит. Вот я сейчас с вами разговариваю, я тут просто видео смотрю, монтировала свое видео, смотрю. И, короче, я разговариваю, он спит. Стоит мне сейчас только подняться и начать куда-то собираться, он начнет бежать за мной, плакать, а мне надо идти по делам. Капец. Хотя он не один останется, он же останется с сыном. Ужас, ужас, кошмар. Вот эти 2 человека все время мне ставят дис. Это не... А вот 4 человека. 4, 1. Ну вот эти 2 постоянно ставят мне дис. 279 лайков и 2 дизлайка. Переживу, переживу. Так, Жорка все еще спит. Те, що сталось вдвічі, буде втретє. Такий закон на цій планеті. А що віддасте, то заберете. Такий закон на цій планеті. Так, девочки, нашла в червоном маркете вот такие вот классные штучки. Это вот турецкие. Вот здесь горшочки, есть вот эти бусинки.
бусинки. Вот такие вот бусинки есть. Вот так вот. И есть поменьше бусинка. Я уже брала здесь. Так что, кто придет, увидите, вот тут бусинки есть прозрачные для орхидей. Так что можете прийти забрать их. Так, а я заберу эти 3 кашпо. Мне очень нужны. Этой же фирмы Элиф. Жорочка спал весь день, да, Жорочка? Попей водичку, не хочешь? Я ему принесла корма, мисочку немножко размочила. У него же 4 зубика удалены молочных. Думаю, еще там у него эти... Да, давай, делай потягушечки. Вот, молодец. Думаю, еще десенки там у него болят. Куда ты пошел? Ты не будешь пить? Сейчас Сережа придет, пойдешь с ним прогуляешься, да. Жди. Придет Сережа, мы его покормим, потом пойдете в мандры. Короче говоря, ну он это самое съел. Он спал в комнате на пледике на полу. Я принесла и оставила. Так он все съел. Я прихожу, пустая мисочка. А потом я еще ему печеночки кусочек сварила, он с удовольствием съел. Но теперь надо попить, Жорчик. Ой, ты спал целый день, восстанавливался, да. Все за него переживают, за этого красавчика, да? Ты мой красавчик? Ой, вчера встретили в ветеринарке женщину, ну, в парке познакомились. Она из Хорватии приехала. Они туда временно уехали и, в общем-то, собаку с собой забрали. Куда ты убежал, я тебе рассказываю. Так вот, обнаружили в Хорватии, что у нее на осмотре на ручном вроде как онкологию. И она испугалась, вообще так расстроилась. 5,5 лет собачке, цвергпинчер, девочка у нее. И, в общем-то, позвонила врачу сюда, своему. Он говорит, конечно, едьте домой. Они сейчас там обследуются, будут оперироваться дома. В общем, вот так вот. Такие дела, ребята. А тут Лимоша там кряхтит. Да? Скажи привет. Привет. Давно тебя не показывали. Ты уже все съела? Надо тебе корм поменять, да. Поменяю тебе сейчас корм. Ой, слушайте, вот левая рука вообще не разработана. Ты все уже съела. Сейчас тебе насыплю новенького. Пытались недавно посчитать, сколько же у Лимоши, сколько ей лет. Ну, невозможно посчитать, потому что мы ее нашли, по-моему, в 18 году. Да она у нас уже сколько живет? Или 18 или 19 год в парке я ее нашла. Мы думали, что это он, Лимон. Так и назвали, Лимон. А она оказалось, что она потому что снесла яичко. Снесла девушка яичко. Остатки роскоши, девочки. Остатки роскоши. И, короче говоря, у нас она уже лет 6, нет, сколько получается, 20, 21, 20, ну, уже лет 8 у нас она живет. Нашли ее неизвестно в каком возрасте. Да, кушай, молодец, кушай. Голодная девочка. Жорка любит с ней играть. Я когда мою ее, снимаю с полки, ой, он с таким удовольствием аж скулит от удовольствия. Так ему хочется ее потрогать. Но она его как-то раз клюнула в носик. Или в лапу, наверное. Ребята, сидим с Жоркой, дрожим. Взрывы где-то в районе порта. Очень громкое у нас тоже слышно. Очень явно, отчетливо. Жорка сегодня с утра выгулился. Он в своем модном воротнике. Все, мы уже прошли все обработки, которые делают в клинике. Да, Жорочка? Сейчас надо глазки протереть. Сегодня 2 последних укольчика. Он после них такой расслабленный. Такой вот, ну такой, знаете, успокаивается. Сегодня сделали 2-й раз и последний раз. Надеюсь, что все будет хорошо. Антибиотик в ножку. И в холочку сделали обезболивающее.
Все, теперь мы дней через 9 дней у нас снятие швов. Так, и вот я сегодня купила вот такой вот Daisy спрей. Сказали, завтра нам самим обрабатываться. Завтра мы будем хлоргексидином, палочкой там снимать мусор со шва и брызгать вот этим Daisy спреем. Я его, кстати, еще даже не открывала. Прям у них в ветеринарке мы купили. Вот такой Daisy спрей. Противомикробный засыпь. Жорка думает, что за ерунда. Так, вроде у нас тишина. Я надеюсь, что скоро отбой. И можно будет не переживать. Сегодня у нас солнечно. Прекрасная погода. Я, конечно, закрываю шторку, потому что у меня здесь может все погореть. Девочки. Даже у меня вот с притенением моя Метрата Сильвер стала какая-то прям, девочки, дохуя, пинк. Ну, немножко стала закрывать, сходит ее. Загар немножко уменьшился. Все жду там листиков у нее. Но она пока не щедра на листы. Блочников своих понамачивала. Хлопотно с ними. И вот пришла, пока Жорка дремает, я почистила аквариум. Положила там таблеточку альгизита. Ну, недели на 3 хватит. Я думаю, сгонять на базар, может посмотреть тернецы еще разноцветных в отделе рыб. Не знаю, подумаю. Подумаю, может сейчас и схожу. Мне хочется еще каких-то желтеньких добавить. О, видите, вон куски. Сейчас они... Это вот я, знаете, что делала, когда мыла и не доставала обогреватель. Еще, кстати, его не выключаю. И с него вот послезали с фильтра, и с него послезали вот эти куски вот этой вот черной бороды. Уже начала прям нарастать эта борода, потому что пришло время уже на добавление препарата. Так что вот так, девочки. Все потихонечку. Не считаю. Все хорошо, не считаю, что все пропало, да. Жорка уже лучше. Сегодня спал прекрасно. Так, девочки мне там говорили, Аня, твоя Майя нам очень нравится. Да, девочки, вот так цветет. Орхидея фаленопсис Майя. Так что всем привет. Все думаю залезть, поснимать это все, продушевать и хотя бы протереть. Вижу у Леодоры грязноватые листики. Надо будет заняться. Разобрать стоечку. Девочки, кстати, про стоечку про эту спрашивают. Надо будет снять видео, показать, что она из себя представляет. Места у всех для цветочков немного, и все ищут разные способы. Как бы, красавчики. Как бы место это себе увеличить. Хотела куча на цветочке, а место заканчивается. Громко, да, Жора? Ты убежал с той комнаты, да? На той стороне на Морской громко. Испугался? Будем здесь сидеть, да? Капец. Жорочка. Пошел водичку пить. Плохо пьет. Да, не можешь? Друзьяки. Вы друзьяки? Ну, пей, пей. Я ему воротник снимала, а потом смотрю, он в воротнике нормально пьет и нормально ест. Получается у него. Вот умничка, пьет водичку. Молодец. Угу. Сегодня целый день отказывался пить воду. Что? Зачем ты вылизываешь клетку? Давай еще належись там лимошинок всяких дел. Сейчас она с тобой разберется. Да. Сейчас она спросит, как у тебя дела. Как твое здоровье. Сейчас она спросит.
Что такое? Жора, убирай нос. Да, она может тебя клюнуть. Хвост. Хвостик убер. Хвостик доволен, да? А Лемуша не очень довольна твоим вниманием к ней. Да. Да, ей не нравится. Видишь? Хоть вы и друзья, но не совсем еще друзья. Не до конца друзья. Все? Пообщались? Что ты там нюхаешь? Что ты там нюхаешь? Что? Ну, птичка, я ж тебя не буду ее выпускать. Ну, здрасте. Ну и что? Что ты хочешь? Поиграться с ней? Не, ну она ж тебя... Ну, не пугай птичку. Ну, она тебе уже привыкла. Да, она знает твое безобразное поведение. Ну что, ты мне поможешь уже дополивать? И тут уже осталось, Жора, чуть-чуть.